Еще одна тайна, скрытая глубоко в холмах восточного Вашингтона, продолжает всплывать на поверхность. Бездонная пропасть, которая, как говорят, является путем к паранормальным явлениям. Камера опустилась, и вскоре ее поглотила бездна, которая была дырой Мэла. Группа исследователей сгрудилась вокруг своего монитора. Сначала видеозапись была ничем не примечательной, только гладкие темные стены того, что казалось бесконечной ямой. Но затем что-то изменилось. Искажение, форма, звук. Их руки дрожали, когда они перематывали пленку. То, что они увидели, не поддавалось логике, а то, что они услышали, пробрало их до костей. Яма была не просто глубокой. Это было нечто совершенно иное, что-то живое. В течение многих лет правительство отрицало ее существование. Но теперь у них в руках были неопровержимые доказательства, и мир оказался к этому не готов. Когда вы обнаружили эту дыру? Что ж, дыра была там всегда. Мы работаем уже пару лет, и... Легенда о дыре Мэла. Все началось с телефонного звонка. 21 февраля 1997 года человек по имени Мел Уотерс позвонил в Coast to Coast AM, ночное радиошоу, известное своими исследованиями необъяснимого. В беседе с ведущим Артом Беллом Мел поделился историей, которая вскоре обретет самостоятельную жизнь. Он утверждал, что обнаружил необъяснимо глубокую яму на своем участке в сельской местности недалеко от Элленсбурга в Вашингтоне. Яму, у которой, насколько он мог судить, не было дна. Мел был не первым, кто заговорил о яме. По его словам, дыра существовала на протяжении многих поколений. Местные индейские племена якобы называли ее дырой дьявола и относились к ней со страхом. Коренные американцы полностью избегали ее. Они верили, что это проклятое место, где действуют сверхъестественные силы. Легенды гласили, что предметы, брошенные в него, бесследно исчезали, и их никогда больше не видели. Со временем слухи перешли в шепот, но для тех, кто жил поблизости, дыра оставалась загадкой. На протяжении десятилетий жители относились к дыре Мэла как к необычному, но практичному объекту. Фермеры, владельцы ранчо и даже обычные домовладельцы в этом районе использовали его как свалку для старой бытовой техники, сломанной мебели и бытовых отходов. Независимо от того, сколько мусора они выбрасывали внутрь, яма, казалось, никогда не заполнялась. Вооружившись рыболовными снастями, он решил измерить, насколько там на самом деле глубоко. Он привязал к концу катушки лески груз весом в 1 фунт и опустил его в пропасть. Прошли 100 футов, затем 1000, затем 5000. Леска продолжала опускаться без малейшего сопротивления. Мел начал связывать вместе несколько катушек и позволял леске опускаться все дальше и дальше. Когда он, наконец, проверил свой механический счетчик, он был ошеломлен. В яму было погружено более 15 миль лески, но она все еще не достигла дна. Чтобы проверить правильность своего эксперимента, он прикрепил к леске упаковку леденцов Lifesaver. Он рассудил, что если в яме будет вода, леденцы растворятся. Когда он вытащил трос обратно, спасатели остались целы. Это доказывало, что бы там ни находилось, это был не водоем. Если измерения Мэла были точны, яма была глубже, чем любые известные искусственные раскопки. Это превзошло даже Кольскую сверхглубокую скважину в России, которая уходит вглубь Земли. Всего на 76 миль. По словам геологов, это было невозможно. Давление и высокая температура на таких глубинах должны были разрушить стены, обвалить дыру или, по крайней мере, оставить какие-то геологические следы. Но Мел настаивал, что его измерения были точными, и если его расчеты верны, то его дыра противоречит всем известным законам физики. Шестой. Возле ямы появились люди в защитных костюмах. Мел быстро понял, что больше не контролирует свою территорию. Сначала это было незаметно. Он заметил признаки того, что кто-то был рядом с ямой.
незнакомые следы шин в грязи и свежие отпечатки тяжелых ботинок военного образца. Но вскоре ситуация обострилась. Однажды утром, когда он приближался к своей земле, группа правительственных чиновников остановила его, прежде чем он смог приблизиться. Они не были обычными полицейскими или государственными агентами. Эти люди были одеты в желтые защитные костюмы и охраняли то, что когда-то было его собственностью. Их послание было ясным. Мелу здесь больше не рады. Мел был смущен и возмущен. Он требовал ответов. Чиновники, однако, отказались предоставить ему какие-либо документы. Вместо этого они заявили, что неподалеку от их земли произошла авиакатастрофа, из-за чего доступ к ним теперь ограничен по соображениям безопасности. Но Мел знал, что это не так. Он прожил там много лет. Не было никаких свидетельств авиакатастрофы, никаких обломков, никаких сообщений в местных новостях, никаких аварийных бригад. Когда он вернулся, ситуация приняла еще более мрачный оборот. Группа людей в военной форме и чиновник в штатском обратились к нему с предложением заключить сделку. Если бы он согласился немедленно покинуть США и никогда не возвращаться, он получал бы 250 тысяч долларов в год до конца своей жизни. Но если бы он отказался, они дали понять, что в их власти очень осложнить ему жизнь. Один чиновник предположил, что они могли бы легко обнаружить нелегальную лабораторию по производству наркотиков на его территории, и этого было бы достаточно, чтобы посадить его за решетку на десятилетия. Идея была проста: забирайте деньги и уходите, или столкнетесь с последствиями. Мел был потрясен. Он ожидал отпора, но это было нечто совсем другое. В этом участвовало федеральное правительство, и оно было готово сделать все возможное, чтобы контролировать доступ к дыре. Никто не мог его найти. Его телефон замолчал, его дом был заброшен, а затем пропала даже его земля. Вскоре после исчезновения Мела земля, на которой находилась яма, была конфискована правительством. Официальная причина не была названа, но все записи о собственности Мела, казалось, исчезли в одночасье. Местные жители, которые ранее посещали этот район, обнаружили, что он полностью закрыт для посещения. Вооруженная охрана не позволяла никому приближаться к нему. Еще более тревожным было то, что появилось на спутниковых снимках региона. Был ли он просто стерт с лица Земли, как и данные о местности и спутниковые снимки? В 2002 году, через 5 лет после того, как Мел впервые обнародовал свою историю, группа исследователей-любителей отправилась на поиски дыры Мела самостоятельно. Еще одна загадка, скрытая глубоко в холмах восточного Вашингтона, продолжает всплывать на поверхность. Бездонная яма, которая, как говорят, является путем к паранормальным явлениям. Денис Вейтакер из леса Содружества отправляется на восток в поисках дыры. Поиски привели их глубоко в леса округа Кититас, штат Вашингтон. Они надеялись обнаружить то, что скрывало правительство, но то, что они обнаружили, было еще более загадочным. Несмотря на старые карты, на которых был указан этот район, дыра просто исчезла. Была ли она закрыта, засыпана, уничтожена или все еще там? Тщательно скрытая под наблюдением правительства, тайна на этом не закончилась и вот-вот должна была принять новый шокирующий оборот. Исследователи вернулись в дыру Мела, проведя эксперимент с камерой. Спустя годы после исчезновения Мела Уотерса легенда о дыре Мела не стала угасать. Необъяснимое вмешательство правительства, внезапный захват земель и жуткие рассказы местных жителей только подогрели любопытство общественности. Если дыра действительно была замаскирована, то почему они пошли на такие крайние меры, чтобы стереть ее с лица земли? Полная решимости докопаться до истины, группа исследователей-любителей и паранормальных явлений отправилась на поиски печально известной ямы еще раз. Среди них были документалисты, независимые исследователи и горстка любителей острых ощущений, которые годами следили за слухами о бездонных пропастях, государственных секретах и странных геологических аномалиях.
Оснащенные современными технологиями, они верили, что у них есть преимущество перед теми, кто был до них. Если что-то действительно скрывалось в норе Мэла, они собирались заснять это на пленку. Но сначала они должны были это найти. Найти яму Мэла было непросто. Не имея точной карты, они полагались на старые интервью, спутниковые снимки и рассказы местных жителей, которые утверждали, что видели или слышали истории о яме до того, как земля была захвачена. Они прочесали местность вблизи хребта Манистаж, где, по слухам, была дыра. Сначала это казалось безнадежным делом. За прошедшие годы местность изменилась, и если правительство предприняло шаги, чтобы закрыть дыру, то, возможно, они засыпали ее или скрыли под искусственным ландшафтом. Но затем один из исследователей наткнулся на нечто странное. Участок потревоженной земли, отличающийся от окружающего ландшафта. Земля под ногами казалась полой, почти неестественной. Взволнованные, они начали копать. После нескольких часов работы они раскопали выложенное камнем отверстие, точно такое же, как описывал Мел Уотерс десятилетиями ранее. Это было оно. Печально. Известная дыра все еще была там, скрытая, но не уничтоженная. Они не теряли времени даром, готовя свое снаряжение. Поначалу все казалось обычным. Каменные стены были гладкими и странно однородными, как будто их вырезало нечто иное, чем природа. Не было никаких признаков растительной жизни. Ни влаги, ни мусора, прилипшего к краям. Затем камера достигла глубины около 100 футов. Что-то было не так. Показания температуры на мониторе резко упали, намного ниже, чем команда ожидала, для подземного помещения. Инфракрасные датчики с трудом удерживали точные показания. Тем не менее, они продолжали двигаться вперед. На высоте 300 футов камера зафиксировала нечто необычное. В темноте замерцало слабое свечение. Сначала оно было едва различимо. Исследователи наклонились и увидели, как свет пульсирует, но не как отражение или естественное свечение, а как нечто целенаправленное, почти живое. Один из исследователей шепотом спросил, могут ли это быть биолюминесцентные организмы. Но это не объяснило, почему свет появляется в точном, ритмичном порядке. Свечение появилось и погасло, почти как импульс. Затем движение. По экрану, казалось, пробежала какая-то тень. На долю секунды она полностью заслонила свет, а затем исчезла. Команда нервно переглянулась. Они ожидали увидеть скальное образование, возможно, даже пещерообразное расширение в глубине. Но это было то, что они не могли объяснить. Отснятый материал вызвал больше вопросов, чем ответов. Что бы ни скрывалось в дыре Мэла, это не было просто оптической иллюзией или техническим сбоем. Искаженные изображения, странные звуки и странное движение в глубине пропасти указывали на нечто, выходящее за рамки обычного понимания. Теории начали распространяться почти сразу, и каждая из них была более тревожной и причудливой, чем предыдущая. Одна из самых противоречивых теорий заключается в том, что дыра Мэла — это вовсе не природное явление, а часть секретного правительственного проекта. Некоторые считают, что американские военные обнаружили дыру задолго до того, как Мел Уотерс выступил с публичным заявлением, и с тех пор она использовалась в экспериментальных целях. Самой важной уликой, указывающей на эту теорию, является реакция правительства. Если дыра Мэла была просто странной геологической аномалией, почему чиновники захватили землю, стерли записи о собственности и заставили Мэла исчезнуть? Почему спутниковые снимки этого района подверглись цензуре? Почему в регионе были замечены военные? Некоторые считают, что дыра может быть результатом неудачного подземного эксперимента, чего-то настолько опасного, что пришлось похоронить все знания о нем. Теории варьируются от неудачного теста по физике высоких энергий до создания оружия в недрах Земли. Но самый неожиданный поворот в этой истории был еще впереди. Овцы и раскаленный лед. Как будто первоначальная тайна дыры Мэлс была недостаточно странной, события приняли еще более странный оборот. Когда появились сообщения о второй дыре, на этот раз в Неваде,
Он просто исчезал в пропасти, как и в оригинальной яме Мэла. Но затем было проведено испытание, которое изменило все. Местный фермер предложил опустить в яму живую овцу. Поначалу это казалось экстремальным экспериментом, но они хотели посмотреть, переживет ли животное спуск. Они соорудили сбрую, привязали ее к веревке и осторожно опустили овцу в пустоту. Как только овца переступила порог, она начала кричать. Не так, как обычно кричат животные. Это кровотечение было более глубоким, более тревожным. Звук был неестественным, почти нечеловеческим. Мужчины запаниковали и вытащили животное так быстро, как только могли. Когда они подняли его, то были в ужасе. Овца была мертва, но совсем не так, как они ожидали. Ее тело было совершенно целым. На нем не было невидимых ран, ни каких-либо травм, но при дальнейшем осмотре они поняли, что что-то не так. Внутренние органы были приготовлены. Ощущение было такое, как будто барана поместили в микроволновую печь и разогрели изнутри, а затем разрезали. Внутри туши барана, среди приготовленных органов, находилось то, чего там не должно было быть. Зародыш, но необычный. Его кожа была гладкой и сероватой, конечности короткими, но четко очерченными. И, что самое тревожное, у него были полностью сформировавшиеся глаза. Группа замерла, не зная, что делать. Неужели они, сами того не ведая, выбрали беременную овцу, обрекая на смерть и ее еще не родившегося ягненка? Затем, по словам Мел, произошло нечто еще более странное. Существо зашевелилось. Прежде чем они успели среагировать, существо распалось на части. Через несколько мгновений его тело превратилось в лужу. Испуганная, но решительная группа продолжила свои эксперименты. Они извлекли из дыры странное вещество, похожее на кристалл, не похожее ни на что из того, что они когда-либо видели. Он был холодным на ощупь, как лед, даже в жару пустыни. Затем из любопытства один из мужчин поджег кусочек. Он мгновенно вспыхнул ярким синим пламенем. Но вместо того, чтобы сгореть, пламя так и не погасло. Лед продолжал гореть бесконечно, не уменьшаясь в размерах. По словам Мел, местные жители позже показали это вещество ученому. Он решил, что это может быть источником энергии. Но, как и все остальное, связанное с дырами, открытие привело к еще большей секретности, еще большей опасности и еще большему количеству вопросов, на которые так и не было получено ответов. События, связанные с дырой в Неваде, звучат слишком странно, чтобы быть реальными. Яма с металлической облицовкой, в которой животных готовят изнутри, зародыш, похожий на тюленя, кристалл, который горит вечно. Скептики немедленно отвергли заявление Мэла. Если дыры были созданы человеком, то кто их создал? И почему правительство было так решительно настроено контролировать их? Если они были естественного происхождения, то какая сила заставила их вести себя таким образом? И если они были чем-то совершенно иным, каким-то древним экспериментом, погребенным под землей, тогда вопрос был не в самих дырах, а в том, что они скрывали. Исчезновение Мэла Уотерса – последний контакт. В течение многих лет считалось, что Мел Уотерс исчез навсегда. После его внезапного исчезновения, последовавшего за его вторым интервью для Coast to Coast AM, никто не мог его найти. Его земля была конфискована, его имя вычеркнуто из записи о собственности, и любые попытки проверить его историю приводили к тупиковым ситуациям. Человек, который познакомил мир с Мелс Хоул, казалось, бесследно исчез. Затем в 2002 году он появился вновь. Мел неожиданно появился снова. Он еще раз позвонил в службу поддержки Coast to Coast AM. Его голос был другим, дрожащим, неуверенным, как будто он сам не был уверен в том, что с ним произошло. То, что он описал, было ужасающим. Мел утверждал, что был похищен правительственными агентами, увезен в неизвестном направлении и подвергнут странным медицинским процедурам. Он не помнил, сколько месяцев или даже лет прошло с момента его исчезновения.
Он не мог вспомнить, как оказался там, где находился, или что с ним сделали. Затем произошли физические изменения. Он описал, что очнулся в незнакомом месте. Его тело было изменено. Он говорил о странных шрамах, отметинах на своей коже, которые он не мог объяснить. Это было так, как если бы кто-то прооперировал его, а затем стер его воспоминания о процедуре. Опасность. Возможно, самым тревожным было непреодолимое чувство, что он не должен был говорить. Он колебался, пока говорил. Его слова были взвешенными, а тон осторожным. Казалось, он знал, что, раскрывая эту информацию, подвергает себя непосредственной опасности. По мере того, как Мел продолжал рассказывать свою историю, слушатели чувствовали, как растет его страх. Он рассказал о причастности правительства к обеим дырам, той, что находится в Вашингтоне, и недавно обнаруженной в Неваде. Он предположил, что это не просто природное образование. По его словам, они были чем-то гораздо более зловещим и преднамеренным. Он полагал, что правительство изучает их. Затем он упомянул кое-что пугающее. Он намекнул, что дыр было больше, что то, что он обнаружил, было только началом, и что подобные аномалии существуют по всему миру. Мел пообещал, что вернется с новыми доказательствами. Он сказал, что у него есть одно. И последнее, чем он хотел поделиться, нечто настолько шокирующее, что могло бы все изменить. Но он этого так и не сделал. Это был последний раз, когда кто-либо слышал о Меле Уотерсе. После его звонка в 2002 году он бесследно исчез. Дальнейшие попытки связаться с ним не увенчались успехом. Никаких сведений о его местонахождении не появилось. Казалось, что его имя снова стерли. Правительство, как и ожидалось, хранило молчание. Официальные лица продолжали отрицать, что дыра Мела когда-либо существовала. Его земля оставалась закрытой, за ней тщательно следили, и она была окутана тайной. И по сей день никто не знает, что на самом деле случилось с Мелом Уотерсом. Человек, который нашел яму, возможно, сам провалился в еще более глубокую. Даже сегодня любознательные исследователи отправляются в дикую местность вокруг хребта Манисташ в надежде найти что-то, что было упущено в ходе предыдущих поисков. Исследователи паранормальных явлений-любители, создатели документальных фильмов и любители острых ощущений продолжают исследовать этот район, полные решимости разгадать тайну. Но все они возвращаются с пустыми руками. Сам Мел Уотерс по-прежнему числится пропавшим без вести. Его никто не видел, никаких дальнейших сообщений и никаких внятных ответов. Странные кадры, тревожащие аудиозаписи и причудливые заявления остаются без ответа. Мир остается в недоумении. Была ли дыра Мела настоящей аномалией или просто необычной историей, порожденной воображением? Возможно, правда находится где-то посередине. До тех пор, пока кто-нибудь не найдет конкретные доказательства, легенда о дыре Мела и поиски будут продолжаться. Что вы думаете о дыре Мела? Паранормальные явления, наука, правительственное прикрытие или дразнящая городская легенда? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях, мы будем рады их услышать. На этом мы закончили. Увидимся.